Hi, everyone. Thank you for taking the time out of your day to be here. What you're going to be witnessing here, go ahead. Всем здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы выделили время в своем занятом дне и поприсутствовали здесь с нами. Is things that are extraordinary? Вы здесь будете наблюдать за некоторыми моментами, которые будут They are экстраординарны. very raw and very real. Они будут натуральными и реальными. And that's truly what makes beautiful. И именно это создает красоту. One of the things that I enjoy about the Russian spirit Одна из вещей, которые мне очень нравятся в русском духе, is that it is raw and it's real. это то, что он всегда натуральный и всегда настоящий. Like driving a car, you feel the road under you. Это как ехать за рулем автомобиля, когда вы чувствуете асфальт под своими колесами. And that's what's so beautiful about it. И в этом и есть красота. So many of you I've seen before, have helped or taken care of, have been in an event with me. Со многими из вас мы раньше виделись, я заботился о вас, или мы встречались на одном из моих мероприятий. And the others who meet partners probably have heard of me. А другие люди, которые являются клиентами, друзьями партнерс, также наверняка слышали обо мне. And now I want to have the direct experience of the interaction between my being and whoever we're with. И сегодня я хочу выполнить непосредственное взаимодействие, опыт с моей сущностью и тем человеком, с которым я буду работать. Whatever we observe, we participate with. А то, зачем мы наблюдаем, это всегда то, в чем мы принимаем непосредственное участие. Whatever we focus our attention on, То, на чем мы фокусируем свое внимание, it impacts us also. также оказывает на нас And we влияние. impact it. И мы оказываем свое влияние на это. So during this, what I called interactive, Поэтому в ходе данного интерактива, как я его называю, we're going to be hearing from Sergey and later on Dmitry. мы послушаем Сергея и чуть позже Дмитрия A little bit about their life circumstance. и немного об их жизненных обстоятельствах. Most about pain in life Чаще это будет касаться вопросов боли в их жизни, is associated with believing that circumstance equals reality. и боль это, как правило, связано с тем, что мы верим, что обстоятельства равны реальности. The word alchemy in English Слово «алхимия» в английском языке comes from the root chemistry or chemists, имеет корень «химия» или «химия». and it came from the concept of transmuting one type of form of matter into another instantly. И она идет от концепции незамедлительного превращения одной формы материи в иную форму материи. We do not see the world as it is. Мы не видим мир таким, каков он есть. We do not experience the world as it is. Мы не ощущаем его таким, каков он есть. We experience it as we are. Мы ощущаем его такими, какими являемся мы. You are a source of magic alchemy. Ты являешься источником магии и алхимии. Either you are creating constructive alchemy where you are adding energy to whatever you observe, Ты либо создаешь конструктивную алхимию, где ты добавляешь энергию во что бы ты ни наблюдал, what you dream about, в свои мечтания, what you hope for yourself and others, в свои надежды для себя или для окружающих тебя людей, what you remember в свои воспоминания, in every area of life, в любой области жизни. or you take energy from it, Либо ты отнимаешь энергию у этих which вещей, causes breakdown. что приводит к разрушению. Manifestation consistent with how much energy you put into it. Любое осуществление и формирование реальности, оно соответствует ровно тому количеству энергии, которую ты в это вкладываешь. What you're going to be witnessing is what we do all year in 1 year with me in alchemy in different degrees. И то, что вы будете наблюдать, это то, что мы делаем в течение целого года со мной на курсе алхимии.
And it's about understanding the magic between your focused attention and manifestation. И это сводится к пониманию магии между твоим сфокусированным вниманием и проявлением реализации чего-либо в жизни. These principles are meant to be used more than for what you want to achieve or be in life. Эти принципы следует использовать больше для того, чего ты хочешь достичь в этой жизни, It's not about what you want to move away from. а не о том, от чего ты хочешь отодвинуться и убежать. It's what you're being called towards that adds greater benefit to more than just you. Это все сводится к тому, к чему у тебя есть некое призвание, зов, который создает больше выгоды как для тебя, так и для других людей, которые Every тебя thought, окружают. Каждая мысль, every emotion, эмоция, your business, бизнес, your relationship, отношения, everything you think is real все, что ты воспринимаешь реальным, is an experience of the energy we shine on those thoughts and things. это восприятие энергии, которой мы светим на эти вещи и на эти мысли. And we capture that energy back as we consider to be reality. И мы отлавливаем энергию обратно и воспринимаем ее отражение как реальность. So we're going to start experiencing how you observe something or experience. Итак, мы начнем сейчас наблюдать и воспринимать, как вы что-то наблюдаете. And the result of what you are manifesting is perfectly predictable. И результаты того, что вы воплощаете в реальность, они абсолютно Based предсказуемы. on the amount and type of energy that you project onto it. И зависят они от количества и типа энергии, которые вы на это проецируете. So we are going to be examining the space around us and between us. Мы будем изучать место и пространство между нами. Each space has a certain amount of energy В каждом пространстве есть определенное количество энергии. and a thought, И мысли, a memory, или воспоминания, a hope, надежды, trauma, травмы, love, любовь, money, деньги, business, бизнес, the viruses we might be frightened of, вирусы, которых мы боимся, the competency of our immune system, компетентность нашей нервной системы. all of it Все это is experienced in certain spots in the space around us. That's how we remember it. ощущается и воспринимается нами в определенных местах, которые нас окружают. Так мы это и помним, так мы это и ценим. By experiencing in a different place, Ощущая нечто, концепцию или мысль в другом месте вашего пространства с большей энергией, we suddenly become a magician, мы внезапно становимся волшебником, a wizard, неким таким магом an practical angel, и практичным ангелом, where we can change the way we experience reality and actually what appears to be its nature. где мы можем изменить то, как мы воспринимаем реальность, и то, какой кажется ее природа. So let's get started now with Sergey. Поэтому давайте сейчас начнем с Сергея. Let's see Sergey. Hi, Sergey. Сергей, включи, пожалуйста, камеру. Привет. Приветствую всех. Okay, so could you please read Sergey's form in English first? Сейчас я зачитаю форму Сергея сначала на английском языке. So, the main challenges that I have in my life is to bring light and to help shine the light, to grow and to develop to other people that I am in touch with, to influence the world through these people even more. In business, as I believe, it is very easy for me to do. But in personal relationships, I am probably confused or stuck. I have a family, no children. I have this family for about 3 years, and I have parallel relationship that I've been having for almost 2 years. In fact, these relationships have developed before the second family came about, no children in either of those. Both of these sides, they know about the other relationships, and somehow they allow it to happen.
During the first year, these parallel relationships fueled my family life and my family relationships and were a huge emotional driver for me. But now the emotional background of both of the ladies have changed, and both of them would like me to stop and finally make a decision. Both the first and the second relationships are very dear to me, and neither with my heart nor with my mind I can understand the correct answer, which one to choose. Slowly, this situation starts to eat me up from inside and lower my energy. From the outside, it may look ridiculous, but I can't understand and decide for myself how to make a decision and which algorithm to use to make that decision. I try to switch to the energy-rich state through my work and through the projects that I'm involved in, and then make a decision in a peak state from the outside, but it still doesn't add up. So I'd like to clarify for myself, in my soul and emotional issues related to my personal life, are they related? And understand or feel that the affection that's, well, what should I let go? Which of these connections should I let go? And which one of them is my life path? Wow. Well, I'd let you say something, a few things. Number one. Can I read it in Russian? Russian. Так, сейчас, друзья, я вам зачитаю это по-русски. Итак, главные вызовы — это нести свет и помогать светить, расти и развиваться всем людям, с которым мне удается контактировать. Влиять на мир через этих людей еще больше и дальше. В бизнесе мне это, как кажется, дается легко, а вот в личных отношениях, возможно, я запутался. У меня есть семья без детей, около 3 лет, и есть параллельные отношения уже почти около 2 лет. По факту эти отношения развились еще до второй семьи без детей. С обоих сторон знают о моих других отношениях и как бы это позволяется. Первый год параллельные отношения питали семейные отношения и были огромным эмоциональным драйвером. Для меня сейчас эмоциональный фон моих вторых половин изменился. Каждая хотела бы, чтобы я остановился и сделал, наконец, выбор на ней. Мне и одни, и вторые отношения очень дороги, ни сердцем, ни умом я не могу понять правильного ответа. Потихоньку эта ситуация начинает съедать часть меня и моей энергии. Со стороны, возможно, это выглядит смешно, но как принять решение по какому алгоритму, я никак не могу для себя понять. Пробовал переключиться в энергонасыщенное состояние через проекты и работу, и потом принять решение в более пиковой энергии со стороны. Видение все равно не складывается. Я хотел бы обрести для себя ясность душевных эмоциональных вопросов, связанных с личной жизнью. Понять и почувствовать, что привязанность, которую стоит отпустить, а что является моим будущим жизненным путем. Okay, well, first, that's very brave of you. Во-первых, это очень храбро. To share that. Чтобы иметь возможность этим поделиться. You're brave in business. У тебя есть очень много храбрости в бизнесе. But it shows in personal relationships, in many ways, you're a coward. Но видно, что в личных отношениях со многих сторон ты немного трусоват. You probably bring a lot of masculine energy into your business as an entrepreneur. Вероятнее всего, будучи предпринимателем и светя вот этим своим светом, ты приносишь очень много мужской энергии в свой бизнес. But it seems more as if when relationships, you probably use more of a feminine energy. Но, как мне кажется, что в отношениях ты чаще, скорее всего, используешь женскую энергию. Which never really disconnects from anyone. Которая никогда, по сути, не отключается и не отсоединяется ни от кого. Wants to keep flowing. Она хочет дальше плыть по течению. Where the masculine compartmentalizes and is able to say enough and make a decision. Тогда как мужская энергия может все раскладывать на полочки и имеет силу сказать достаточно этого и принять уже какое-то решение. Sergey, how does that sound to you? Сергей, как это отзывается, не отзывается? Да, отзывается, очень похоже на правду. Yes, it very much feels like the truth. It resonates. And it's painful realizing, isn't it? И это болезненно. Это болезненно, это осознавать, да, ведь? Да. Okay, so let's start asking some questions. I'm going to be asking, when you experience or think of some things, how close or far away from your body, which tells me where your energy center is, in close to you or far away, which tells me what typology you are,
and lets us know many things about you, okay? Я буду задавать тебе разные вопросы, где я буду уточнять, где ты ощущаешь ту или иную мысль, концепцию или эмоцию. Я буду спрашивать, близко или далеко от твоего тела. Это позволит мне понять, где находится твой энергетический центр и твою энергетическую типологию. I'm going to be asking you such things as when you think of masculine energy, where do you experience it, which tells me how much energy. То есть я буду спрашивать, когда ты думаешь о мужской энергии, где ты ее ощущаешь, и это позволит мне понять, сколько у тебя там энергии есть. And the same thing with feminine, И то же самое с женской энергией. where intimacy is in your experience, Где в твоих ощущениях находится интимность или близость, relationships, отношения, perhaps your role as a man. может быть, твоя роль как мужчины. You see, if you experience both women, Потому что, видишь ли как, если ты ощущаешь и женщин, and the place at the same amount of energy, и в том же самом месте энергии, there's no gap, нету никакого разрыва, нету no расстояния. real pain enough to make a decision. И нет боли, чтобы принять решение в отношении любой. Because up to now you've been too comfortable. Потому что до данного момента тебе было слишком But комфортно. these women will mess with that quickly now. Но эти женщины очень быстро внесут коррективы в твой комфорт прямо сейчас. Whichever woman you experience with more energy in intimacy and relationship with yourself, Ту женщину, которую ты воспринимаешь с большей энергией в плане интимности и отношений с собой, you'll be ты more blessed. будешь испытывать больше приятных As she ощущений, больше blesses, she loves you благословения. more. С тем, как ты будешь благословлять это пространство, она будет любить тебя больше. Whichever you experience with less energy, the opposite is true. То, которую ты будешь испытывать с меньшей энергией, там будет абсолютная противоположность. I'm going to tell you a joke that you probably will not find funny, Я расскажу тебе анекдот, который, скорее всего, тебе покажется не смешным, but some of the women listening probably will find funny. но некоторые девушки, которые слушают, точно посмеются. Why are hurricanes named after women? Почему ураганы называются женскими именами? Because when they come, they're wet and wild. Потому что, когда они приходят, синоним этого слова «кончают» в русском языке, то они мокрые и дикие. And when they leave, they take the house and the car. А когда они уходят, они забирают с собой дом и машину. I know, ouch, right? Even hiding your face at that. Yes. Больненько, да? Ты сжался, лицо закрыл. I just wanted to put some reality testing there. Okay. Так просто хотел тест на реальность добавить. So Sergey, I like you on the screen, and I want to see you and speak with you. So Так, Сергей, я What you хочу talk on the screen. тебя увидеть на экране, чтобы также ты говорил, и я тебя хотел видеть. А видео у меня включено? His video is on, so you should see him. Okay. So here we go. Итак, погнали. Sergey, when you think of masculine energy, where is it in your space? Close in or far away, and where? Сергей, когда ты думаешь о мужской энергии, где она в твоем пространстве? Близко, далеко и где именно? Слева, справа? Где-то на расстоянии, может быть, вытянутой руки в районе перед пупком, где-то вот здесь. So somewhere in my arm's length in front of my belly button, somewhere here. When you think of masculine energy in business, where is it? Когда ты думаешь о мужской энергии в бизнесе, где это? Это дальше. Это дальше, и она не носит настолько локальный характер, она спереди находится. It's further away and it's not really localized. It's just ahead of me, in front of me. Okay. Where is love? Где любовь? Ближе вот к этой области. Closer to this area. Where is success? Где успех? Успех какой-то, скорее с правой стороны, перспективный вектор. Success is like in a perspective vector on the right side. Okay. Where is joy? Где радость? Радость, от головы повсюду, сверху скорее, вот это вот. Above me from the head up. Okay, so it seems the further away things are, the more you light up, the more enjoyable it is,
and the greater impact it can make. Does that То sound есть, как right? мне кажется, чем дальше у тебя находится восприятие тех или иных концепций, тем больше тебя зажигают эти идеи, тем больше для тебя они приносят радости. Да. And if I understand correctly, masculine energy is further away from you in business than it is in relationship. Is that true? И если я правильно понимаю, то мужская энергия в контексте бизнеса, она дальше в твоем восприятии, чем в контексте отношений. Так? Да. Okay. So for you, the closer it is, the more pain it is, and the more things will be painful and fall apart, and you're also cursing the other person. То есть для тебя, чем ближе находятся те или иные вещи, тем болезненнее они для тебя воспринимаются, и в то же самое время ты энергетически проклинаешь другую сторону, о которой ты думаешь в близком для себя пространстве. When you think of the feminine energy, Serge, where is that? Когда ты думаешь о женской энергии, где она для тебя? Она как будто окутывает меня вокруг. It kind of cuddles me all around. Okay. Are you inside looking at it, or is it outside? Are you inside looking at it, or you're outside with it? Ты внутри смотришь на нее, или ты находишься вовне вместе с этой энергией? Нет, скорее я изнутри и чувствую, как она меня обволакивает. So I'm probably inside and I'm feeling how it encompasses me as a blanket. Okay. So if you live outside your body, that's where your energy is, the strength. Once you come in, there's no energy. And this means it's suffocating you. Как ты живешь вне своего тела, там для тебя вся энергия. А как только ты заходишь вовнутрь, да, и наблюдаешь за чем-либо изнутри, то оно начинает тебя душить. Мгм. When you think of the masculine energy, are you outside with it, or are you inside? Когда ты думаешь о мужской энергии, ты вовне вместе с ней находишься или ты внутри наблюдаешь за ней? Нет, вне. Outside. Okay. So this is very interesting. This would suggest that you do not value the feminine energy enough. И это очень любопытно. Это как бы предполагает, что ты в недостаточной степени ценишь женскую энергию. Because there's not enough energy when you think about it. Потому что, когда ты думаешь о ней, энергии тебе не хватает. The experience would be either mothering you or smothering you. Твой опыт восприятия, он, как бы, знаешь, либо материнство, либо такое подавление, как бы, как под каблуком. And the feminine energy will have difficulty feeling alive enough with you. А женская энергия, ей тяжело будет чувствовать себя живой рядом с тобой при таком восприятии. Which means the feminine that you'll pick will probably tend to be more masculine. Это означает, что женщина, которую ты выберешь, она будет более склонна к поведению в мужских And after a порядках. while, seems to want to control. И спустя какое-то время захочет даже тебя контролировать. Does that make sense? Как-то отзывается? Да. Yes. So now, Сейчас. where is your role as a husband when you think about it? Когда ты задумываешься о роли мужа, где она находится для тебя? Роль мужа. Передо мной, ну, не могу сказать, что далеко находится. In front of me, but I wouldn't say that it's far. Okay, yeah. As soon as you thought about it, I had difficulty breathing. I don't know if other people felt his energy drop. Как только ты об этом задумался, мне стало тяжело дышать. Не знаю, почувствовали ли это So you другие. experience husband where energy drops. То есть ты ощущаешь мужа там, где для тебя падает энергия. Or where you experience lover, being a lover. Где ты ощущаешь любовника или любящего. Намного выше и дальше. Higher, further. Okay. So what happens is you experience a husband with pain, experience a lover without pain. So Итак, you have a choice here. То есть что происходит? Ты ощущаешь мужа с болью, как роль мужа с болью, а любовника без боли. If this pattern did not change, И у тебя есть выбор. Если этот паттерн не изменится, you would cause more pain for yourself and your wife as a husband, and you would want to have a lover. ты будешь создавать больше боли для себя и для своей жены в роли мужа, и ты захочешь завести любовницу. Now, where do you experience the wife, the concept of wife? А где ты воспринимаешь и ощущаешь концепцию мысль жены?
Где-то рядом, может быть, по правую Pause. руку. Are people listening? Can you feel his energy drop? It's like his eyes are glassing over. There. Ребят, те, кто слушает, чувствуете, как у него энергия упала, у него Disappeared. взгляд такой остекленел сразу, и он просто отключился энергетически. I felt like throwing up. То есть мне блевать захотелось. Okay, yeah. Where'd you feel? Did you feel it in your gut? Where'd you feel that? Где ты это ощущаешь? Там, где живот, где что это, где? Какой Нет, где-то рядом, ну, по правую руку условно, может, по левую. Хотя, Somewhere close, maybe on the right side, maybe on the left side. Okay, so now, what do you experience, mother? Мать, где ты ощущаешь? Здесь слева. On the left. Out, pretty far out or close in? Далеко, близко? На среднем расстоянии, так бы сказал. Somewhere on the average distance. Okay, so it seems that there's more energy if someone's going to be a mother to you than a wife, and more energy if they're a lover. То есть мне кажется, что больше энергии у кого-то, если они будут к тебе относиться по-матерински, да, то есть как бы энергии больше к матери, чем к жене, и больше энергии к любовнику, любовнице, чем к жене. Да. So what is your role as, how do you see your role as a husband? How would you explain that or define Как it? ты видишь свою роль как мужа? Как бы ты ее определил, как бы ты ее описал? Любящий партнер, который во всем поддерживает, который является спутником в развитии и в росте, как духовном, так эмоциональном и так далее. A loving partner who always shows a lot of support and acts as a companion in growth, whether it's emotional, spiritual, or material. Okay, so you sound like the role of a husband is what I would consider a wife. То есть ты как бы рассказываешь мне про роль мужа, который на самом деле жена. So your role as as long as you're seeing with the eyes of what you call a husband, Пока ты смотришь на отношения из той роли и с теми характеристиками, которые ты называешь you'll be мужем, more feminine. ты ведешь себя более женственным. I didn't hear anything about protecting her, Я не слышал ни слова о защите, taking care of her, заботе, lighting her up, как бы зажигать ее being on a quest for her, и быть на миссии для нее, be willing to die for her. быть готовым умереть за нее. You described what I would think would be a good girlfriend. Ты описал то, что, ну, с моей точки зрения, это как бы хорошая такая, знаешь, подружка-девушка. You see, as long as you're going to be a role as a husband, Пока ты будешь and you're going находиться to see her as a wife, the way it is now, в роли мужа, которого ты описываешь, there's no то wild lover. ты не будешь видеть ее как жену, здесь не будет никакой дикой любви. And you left your balls outside the house. И получается так, как будто ты свои яйца оставляешь за порогом перед тем, как прийти домой. Where is your experience of failure in your field? Где ты ощущаешь поражение или неудачу? Область груди, горла, давление. In the area of my chest, my throat feels like pressure. And where do you experience of husband again? Show me. А мужа где, еще раз покажи мне, ты ощущаешь вот именно вот эту вот роль, концепцию мужа? Ну, как мне казалось, где-то здесь. Немного впереди себя. As I felt somewhere over here, just a little bit ahead of me. Okay. And where do you experience wife again? А жену еще раз где, покажи мне? Справа. To the right. Where do you experience shame? Стыд где у тебя? Возможно, лицо, область вот эта. Possibly the area of my face. Where do you experience being a son? Где ты ощущаешь роль сына? Меня как сына или потенциального будущего сына? Me as a son or my potential future son? You as a son. Тебя как сына. Я ее извне вижу и ощущаю ее
Интересный момент. Наверное, снизу. Снизу, но смотрю как бы извне. I see it from outside and somewhere at the bottom, but I'm looking from the outside at it. That's good. Okay. I'm just looking at what the aspects there. When you think of your father, where is that in space? Я просто смотрю на разные аспекты. Когда ты думаешь о своем отце, где это находится в пространстве для тебя? Приблизительно там же, где успех. Probably in the same area as success. Okay. So great. So the model of father is really energized. The model of husband is quite separated from that. So, Хорошо, да, то есть именно модель отца для тебя энергонасыщенная, а вот модель мужа у тебя как бы разотождествлена с этим. what is the role of a wife? Какова роль жены? Как ты видишь роль жены? Как вижу роль жены? Интересный вопрос. It's an interesting question, he says. Наверное, That means this is painful. That translates into go ahead. Да, то есть перевожу то, что ты сказал. Это означает, что это болезненно. Be real. Давай. Правду и ничего, кроме правды. Нет, для меня, наверное, это эмоциональный светоч, эмоциональный огонь, также забота, поддержка. So for me, I would consider it like as an emotional light that shines. It's care, it's support. Okay. So again, the wife's support, but again, she's supporting you there. Okay. So tell me, when you think in terms of your wife, where do you experience her in your field? Be as nice as you can, either in place or in space. Опять же, там, то есть поддержка, но это она поддерживает тебя. Итак, следующий вопрос. Когда ты думаешь о своей жене, то есть где ты ее воспринимаешь в своем поле, как можно более точнее, то есть либо в пространстве вокруг себя, либо вот как бы где-то вот в расстоянии внутри. Где? На небольшом расстоянии от меня по руку. Ну, вот, условно говоря, как будто держимся за руку. So not far away from me as if we're holding hands. Okay. Where do you experience your girlfriend? Девушку? На более дальнем расстоянии от себя, сверху, спереди. Further away up and in front of me. So it's a setup right now. The problem is not that you love both equally. That's not what it's about. You're fooling yourself. Ну, то есть вот здесь вот есть определенный нюанс, да. Проблема не в том, что ты любишь обоих одинаково, ты себя обманываешь здесь. You did not meet your wife as a role. You met her as a soul. Ты встретил свою жену не как роль, не в роли жены. Ты встретил ее как душу, ты встретил ее как любовь. Once you experience the rules of what it's like to be a husband and wife, she's no longer a lover. She's just barely a friend. Когда ты воспринимаешь ее через призму своих правил, кто такой муж, кто такая жена, она перестает быть твоим любовником, она становится твоим другом. So, what if you were to, just for a moment, put with your left hand, hold with the space where you experience your wife. Итак, со своей левой рукой возьми и как бы схвати место, где ты воспринимаешь свою жену. Your right hand experiences space you experience your girlfriend. Правой рукой, где девушка. I invite you to reverse that. Experience your wife where you experience your girlfriend. И я приглашаю тебя на мгновение это развернуть. Свою жену ощущай там, где девушка. Только это, да. Experience your wife fully in that place, the space that you experience your girlfriend, lover. Ощущай ее целостно, полноценно в этом месте, свою жену, где ты ощущаешь свою Move a little further out, experience a little further out, and more. Еще чуть дальше, выведи это, чуть дальше, больше интенсивности. And see the masculine energy of a quest, where you are on a quest to make a difference in the world, and you invite her to be your muse on that quest. И увидеть мужскую энергию, как будто бы ты находишься в неком путешествии. У тебя есть миссия изменить этот мир, и ты приглашаешь свою жену присоединиться к тебе в роли музы на этом пути. В той же самой области.
Да, и пусть это пересекается с областью, где ты воспринимаешь успех в бизнесе. And whatever it is that you experience father in a constructive way, put it all together. И со всеми остальными вещами, которые ты воспринимаешь дальше от себя, именно конструктивными вещами, совмести их все вместе, наложи одно на другое. And move away and let the role of father disappear and let the role of a man show up. И пусть роль отца как бы поникнет и проявится In роль that мужчины. same space with your wife В том же самом and a пространстве lover со своей женой, and a с quest ролью любовника, на миссии, where you're lighting her up, где ты зажигаешь ее, respecting her as part of the feminine energy of creation. уважаешь ее как часть женской энергии всего созидания, And put your arms down. и опусти руки. Tell me what's different. Расскажи мне, что изменилось. Сейчас мое состояние изменилось, все краски вокруг меня стали намного ярче, энергия поднялась. My state has changed, the colors became brighter, the energy elevated. That's right. You look different. Ты выглядишь по-другому. Yes. Okay. And И how do you feel about her right now? как ты сейчас, какие у тебя чувства к ней сейчас есть? Больше воодушевления, более такие связанные с вдохновением, с перспективой. More inspiration, more excitement, more perspective outlook. Now think of your girlfriend. Where do you experience her right now? Теперь подумай о своей девушке, где ты ее сейчас ощущаешь сейчас? О своей девушке речь о жене или о... Вот другой. Мгм. После того, как я ее держал в другом пространстве, ну вот пока ее там же я ощущаю, где держал рукой другой. So since I swapped them and held her in different space closer to me, that's the same place I experience her now. Say it, same place. What? So when I swapped them around, so when she was closer, I experience her in the same place right now. Okay. So it's this simple. Все просто вот ровно настолько. You cannot see her as a wife, you as a husband. See you as one soul on a quest to light up the world. Тебе не нужно рассматривать свою жену как жену, рассматривая ее как души, которые находятся в соединении с See the твоей feminine душой spirit, see the в feminine миссии all over as a force of creation. изменению мира, да, то есть видеть женский дух, который находится повсюду, как часть силы созидания. So the real question is, do you stay with your wife as an eternal lover? Настоящий вопрос заключается вот в чем. Остаться ли тебе с твоей женой как вечными любовниками друг с другом или нет? That's question number one. Это вопрос номер один. Once you decide that, then you decide about the other person also. Когда ты примешь это решение, ты сможешь тогда и принять решение по поводу If whoever you experience with more energy, you're going to want to move towards. ту из них, которую ты будешь ощущать с большим количеством энергии, она будет тебя притягивать больше. And then you're not giving the full attention to women who love you. И при этом ты не уделяешь достаточного внимания женщинам, которые тебя любят. Because you're making it about you, not how you light them up. And how Потому you cause them love or how has you caused joy or pain for them. It's about you. Потому что все сводится к тому, как ты себя ощущаешь, а не то, как ты зажигаешь их и как ты создаешь для них радость или любовь. Put your arms up. Вытяни руки вверх. Feel the masculine energy. Почувствуй мужскую Not энергию. of you, not as gender. Не как в виде половой принадлежности, а как энергию. But the man that's willing to go through hell to protect the woman and light her up. Как мужчина, который готов пройти через ад и обратно, чтобы защитить свою женщину и всегда ее зажигать. The masculine energy has to focus in a direction to make sure things happen. А мужская энергия обладает фокусом и вниманием и направлением, чтобы убедиться в том, And in что that что-то space, he's произойдет. never confused. И в этом пространстве ты никогда не застрянешь и не запутаешься. Do you feel that now? Чувствуешь это сейчас? Да. Now, where's the feminine energy? Где для тебя сейчас женская энергия? Где ты ее воспринимаешь? Я ее воспринимаю вдалеке вместе с мужской, что повсюду. So far away together with the masculine energy all over the place. That's it. Okay, so this is it. Now you respect the feminine. Вот, отлично. Вот теперь ты уважаешь женскую энергию. My idea would be then to
redefine your role as a husband, as first a lover who lights up this woman like no man has ever lit her up, and be on that quest. Мое предположение, рекомендация была бы такой, что заново определить роль свою, в принципе, роль мужа, как в первую очередь как любовника, который зажигает эту женщину так, как никто никогда этого не смог сделать So прежде. together you could help light up the world, accept her gifts equally as yours. Чтобы вместе вы могли зажечь этот мир и принимать дары друг друга равноценно, которые даются вам вместе, как единому целому. Now, I'm not saying you have to stay with your wife. I don't know that. Я не говорю тебе, что нужно остаться женой, я это не знаю. But it sounds like the idea is once you put yourself on a role, not seeing yourself as a soul, there's not enough energy for that, and everything drops down. Но мне кажется, что весь вопрос в том, что как только ты рассматриваешь себя как роль, а не как душу, энергии тебе перестает хватать на что-либо, все падает и теряется. And allow yourself not to experience your masculine energy, your husband, but through her you experience the totality of the feminine, whichever woman you're with. И позволь себе не воспринимать мужскую и женскую энергию как свою личную или как лично одной из этих девушек, а просто с которой бы ты из них ни был, через эту женщину воспринимать именно общность, целостность женской энергии и женственности всех сил создания. And through you bring the totality of the masculine energy as a force of creation. А ты в этом случае будешь нести общность и целостность мужской энергии как силы созидания. Wherever you see that the seduction of being an entrepreneur, that seduction, the feeling of, go ahead. Там, где бы ты не видел вот ощущение соблазнительное, но предпринимательство, вот это вот чувство предпринимательской деятельности. The feeling of massive uncertainty. Ощущение огромной неопределенности. A little bit fear. Немного страха. And a compelling vision. И притягательного будущего, that makes it worth it. Которое делает весь этот страх и неопределенность стоящим того. What excites the entrepreneur. Вот это вдохновляет предпринимателя. You put your business there. Если ты там будешь воспринимать свой not your relationship. Да, то ты это уже делаешь, но не свои отношения. If you experience your relationship in that same place as you experience business. Если ты будешь воспринимать свои отношения в том же месте, где ты воспринимаешь свой бизнес, it'll be different energetic. То там будет совсем другая энергонасыщенность. So please share with me a little bit of what you learned and what's different now. Итак, поделись немножечко со мной то, что ты узнал и что изменилось. Спасибо большое, Доня, за помощь разобраться с моей энергией, где у меня какие находятся мои роли, когда я проседаю, выпадаю по энергии. Я первое, что узнал, что ни в коем случае не стоит скатываться в какие-то культурные и ментальные конструкции, которые у меня есть относительно моих обязанностей или ролей, относительно представления себя как мужа или жены как жены. А стоит делать вот этот танец душ, находиться в мужской моей энергии, уважать женскую энергию и в этом перспективном векторе отстраивать максимальные отношения, а там уже смотреть, что будет дальше. So thank you very much, Donny, for helping me understand where I experience my constructive and less constructive states, and that when my energy drops, instead of dropping into concepts, into cultural conditioning, into certain roles of who I should be like as a husband, what she should be like as a wife, how we should all interact as roles, rather, instead of that, to go into this eternal dance of masculine and feminine energy in the forces of creation, allowing me to see how we can interconnect with each other there so that we can make a difference together as one. Now, it's really important that people online here do you have people able to are people able to write comments on here? У нас люди сейчас могут комментарии писать? Yes, they can. Please write to Sergey something that you got. Let him know, share what you found was important, how he looks different, how he's showing up differently. And Sergey, what you just said was so brilliant. And I hear you're going to be the year with us in Alchemy?
Так, во-первых, ты с нами будешь в ближайший год в алхимии, да, Сергей? Да. Окей, сейчас люди, которые... Ребят, те, кто из вас сейчас нас слушают и смотрят, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь с Сергеем, как разбор его истории помог лично вам что-то понять, какие изменения и перемены вы заметили и наблюдаете в нем благодаря вот данному интерактиву. И, пожалуйста, с ним поделитесь, чтобы он знал, как его ситуация повлияла на вашу жизнь. And Victoria, could you come on the screen for a moment? Вика, выйди на экран ненадолго. Hi, Victoria. Hi, Donny. I would just, if you appreciate it, if you just would give, as a woman and as someone who is going into this second year of alchemy and actually the program for mentor also, in this, I'm putting you on the spot here. And this just as a woman, this is as a being, as a soul. What did you sense, or what do you feel the difference there with Sergey before and after right now? Итак, Виктория, пожалуйста, попрошу сейчас тебя поделиться, как уже участника алхимии во второго года в менторской программе, принимающей участие. И я тебе сейчас такое оставлю в горячую точку, где тебе как девушке, как женщине, как сущности вот женской энергии попросил бы тебя поделиться о том, что ты увидела, что ты заметила, что ты почувствовала в себе. And Vivi, would you like to answer in Russian, or would you like to answer in English? I thought possibly it would be easier if I answer in English and then Kostya will translate, then we stay the same pattern. Okay, great. Okay, let's do that then. So first of all, that was very powerful, interactive. And I must say that the Russian group of participants bring in an incredible essence to the EpiEnergetics community. So I just wanted to highlight that. And I've attended and participated in few events with them. Sorry for cutting in. I just really wanted to feel like that interactive was, wow. I have observed you to... Go unreal. I mean, there's an affinity, both sides. I'm 100% Eastern European there and mostly Russian with both families. You're confusing me, guys. Okay. Sorry, so, Victoria у нас... he'll translate. Sorry. Да, Victoria, before you go into a conversation, Вика сказала, что, во-первых, очень мощный был интерактив о том, какие здесь произошли метаморфозы и изменения. Было больше слов, описывающих какие-то ощущения без какого-то конкретного описания, да, что это был очень мощный вклад в наше сообщество именно EpiEnergetics по тому эффекту, по тому результату, который был достигнут. Victoria? Yes. I'm still experiencing your interactive with Sergey still now, as the level of the realness and the rawness in it. Wow. I'll let Kostya translate this. Да, я по сей момент ощущаю эффекты этого интерактива с Сергеем, то есть тот уровень натуральности, настоящести, который в нем присутствовал, он просто нереальный. Even his presence, how he speaks, the words come out of his mouth from the beginning of the interactive. He was this wonderful, nice guy. Даже его слова, даже его присутствие. В самом начале интерактива, то, как он говорил, такой хороший, там, милый, приятный паренек. And I remember him from one of the events. And after the interactive you've done, there's a different kind of presence, different quality of it. He wasn't just sitting there. He was present. He was focused. And he knew. И с Сергеем я уже знакома с более ранних мероприятий, которые мы вместе посещали, но после интерактива его голос, его присутствие, то есть не просто там сидел, он был, он проявлялся, он присутствовал по-настоящему там, и он это знал и ощущал. Yes.
Yep. Now this is a little few grains on the sand of the type of stuff we do play together all year with, right? Так, это вот всего лишь песчинки той песочницы, в которой мы целый год играемся вместе. Vivi? Oh, yeah, sorry. Just didn't want to interrupt. I'm not sure if this is right now the time to mention it. Being the first year participant, alchemist of the first year, I have to say, and looking forward to the next year. Absolutely. It's a great honor also to be accepted to be the mentor for this first year of the mentor. Such a great honor to learn from you. I really, really, really appreciate that. And just wanted to share with everyone that the incredibleness of all of the techniques, the intuition, there's so much more, so much, the spectrum and everything. What Donny have been and will be teaching in alchemy course. Sorry, I'll goes to translate it first. Вика говорит, что не знаю, уместно ли это или нет, но я хочу очень сильно поблагодарить Донни за тот первый год участия, который у меня уже прошел, и за допуск в менторскую программу для второго года участия, потому что все техники, все материалы, все аспекты, все учения, которые будет преподавать и преподает уже Донни сейчас, они будут просто настолько больше и выше того, чего даже можно было бы ожидать. The impact is so significant, is so instant, it's real, and so real. And other people, what's going to happen now, just by experience, thank you, Vivi, here, that as you start experiencing your wife, whatever feminine energy in your life, in the way you are, they're already changing. They're feeling more loved. They're feeling more different, and a different version of that person will show up for you. That every time you're experiencing somebody, the way you experience and changes that other person instantly. Итак, влияние, Вика сказала, и влияние, эффекты и результаты, которые идут в алхимии, они незамедлительны. Вика, спасибо. Сергей, с тем, как ты начнешь менять ощущения в более энергосыщенном пространстве своей жены или другой девушки, кого бы ты там не ощущал, ты почувствуешь изменения уже в ней, да? То есть там будет тебе больше любви, больше страсти, поскольку когда мы ощущаем кого-то в энергонасыщенном пространстве с большим количеством энергии, то мы меняем, помогаем этому человеку также прийти в более энергонасыщенное состояние. I am giving you the tools to be the change that others and humanity need. Я даю вам инструменты, чтобы стать теми переменами, которые нужны другим людям и всему человечеству. Situation specific. И эти инструменты, они имеют непосредственное отношение к конкретным ситуациям. And somehow this experience, I finally come home and it's effortless. И каким-то образом это ощущение приводит к мысли, что я наконец-то пришел домой, там, в эмоциональный или духовный свой дом, и для этого не потребовалось никаких усилий. Thank you. Спасибо. And let's get Dmitry on the screen. Итак, Сергей, спасибо. Приглашаем на экран Дмитрия. Приветствую. Hi, Dmitry. Hi. Привет. So please read his form in English and then in Russian. Okay. In my life, there were a number of tragedies, including the death of my mom. She died in a fire. Me and my dad were together, but we failed to save her. I had several car accidents where I broke both of my arms, 3 bankruptcies, lots of debt. Now the situation is much better than it was back then, several years ago.
And also, I am suffering from serotypal herpes, and it sometimes gets worse. I can go blind for several days. I get tired very quickly. I feel a lack of energy. I planned to go to Donny's event in Italy in November 2019, but I didn't get my visa back then, and I want to visit this event together with my life. And what I'd like to see different is I want to change my state, my health, to have more energy, so will be a more efficiency and effectiveness in what I do. Now in Russian. Итак, теперь по-русски. В моей жизни было несколько трагедий. Это смерть мамы в пожаре. Мы с отцом были вместе, когда не смогли спасти маму. Было несколько автомобильных аварий, где я ломал обе руки, 3 банкротства, долги. Сейчас намного лучше, чем было тогда. Несколько раз в год у меня обостряется герпетический кератит. Я могу быть несколько дней слепым. Быстро устаю, нехватка энергии. Попасть к Доне прописано в планах. Хотел сделать это в ноябре в Италии, не успел сделать визы. Хотим попасть вместе с супругой. Чего хочу изменить? Хочу изменить свое состояние, здоровье, чтобы было больше энергии, благодаря чему будет больше эффективности. Okay. Well, Dmitry, in your the tragedy you have is a tragedy. Дмитрий, трагедия, которую ты пережил, это действительно трагедия. And it's time that you receive the gifts. И настало время ощутить, в том числе и дары, а не только боль. In your what I call narrative that you wrote, в нарративе того, что ты написал, you define your present state from the trauma of the past. Ты определяешь свое текущее состояние из травм твоего прошлого. Show me with your hands. Well, first of all, is your sense that if you or your father were able to save your mother, that your life would be less cursed or more blessed? Как ты ощущаешь, если бы ты или твой отец, или вы вместе смогли бы спасти твою маму, твоя жизнь была бы больше благословлена или это было бы больше проклятием? Благословение. More blessed. Okay. Do you tend to look at the past as a source of more pain or the past as a source of strength? Ты рассматриваешь прошлое как источник силы или как источник боли больше и чаще? Прошлое всегда рассматриваю как источник силы и всегда делаю какой-то опыт, любой, то есть у меня нет негативного восприятия. Я делаю вывод определенный и следую дальше. So I always look at the past as a source of strength. I do not have negative experiences. These are just experiences that allow me to make certain conclusions, make decisions, and move forward. What about the future? Is the future more frightening to you or painful than the past? А как насчет будущего? Оно более болезненное или пугающее, чем прошлое? Нет, будущее прекрасно. No, the future is beautiful. Okay, so if the future is beautiful, the past is beautiful, then you're in absolute denial. Если и будущее прекрасно, и прошлое прекрасно, то у тебя есть отвержение реальности вот просто полностью. Okay, what's happening is this, because I want to be real right now. Смотри, нам нужно подойти к ситуации как можно более реально, правдиво и по-настоящему. I've been around the block a few times. То есть я уже на этом квартале не первый год тусую. I've personally attended probably 250,000 people. То есть я лично поработал как минимум с 250,000 миллионов человек. And between all my different technologies, millions of people experience them. И используя всевозможные свои технологии, которым я учу, им подверглись более миллионы людей по всему. When someone describes in history Когда кто-то описывает painful некую things that историю, happened in the past, болезненные вещи прошлого, например, and talks about the death of your mother in a fire, то есть, father being there, то есть ты рассуждаешь о смерти мамы в огне, да, and then когда goes on right from there to fracturing both hands, и потом в этот же момент как бы having там 3 bankruptcies, говорит о том, что я сломал обе руки, пережил viral банкротство, infection, то есть вирусные going blind инфекции, at times,
Да, периодическая слепота. That usually suggests Это, как правило, указывает, that the way you're recalling the past что то, как ты вспоминаешь прошлое, is dropping energy for you. для тебя роняет и опускает энергию. If you are fueled by the future, Если ты подпитываешься not the будущим, past, а не прошлым, you'll be telling me what you wanted to happen in the future. то ты бы мне рассказывал, что ты хочешь иметь в You будущем. would talk about how you want to go way beyond anything that's happened before. Что ты бы мне рассказал, как ты прорвешься за пределы всего того, что происходило раньше. If you're fueled by the past, А если бы ты подпитывался прошлым, you would have said everything in the past led me to where I am now. то ты сказал бы, что все, что случилось со мной в прошлом, привело меня туда, где я нахожусь And сейчас. you would not link the past pain and traumas, what's happening. Yes? И ты не связывал бы травму и боль и по ситуации прошлого с тем, что испытываешь сейчас. So what did he just say? Донни, Повтори, именно пожалуйста. так. Вот. Все, что произошло в прошлом, привело и сделало меня таким человеком, который я являюсь сейчас. Именно так оно и есть. И второй момент, почему я написал про прошлое, да? Я, в принципе, про него не думал. Это мое одно из предположений, почему, может быть, это влияет на то падение резкое, да, энергетическое, которое может быть. Да? То есть это как не случившийся факт. Я в прошлое не смотрю в основном. Да? Я всегда смотрю вперед, смотрю в будущее, что мы достигаем. То есть на сегодняшний день Остановись, у нас пожалуйста. великолепно. Чуть-чуть, пожалуйста, дай мне перевести, потому что важный аспект сейчас прозвучал. So, Donny, this is listen carefully. This is exactly what he said. So, when his hands were up and he was showing his fingers up, he was saying, "This is exactly it. I look at the past as all of the things and the events that have happened to me in the past. They are actually they help me become who I am right now, who I am today." And the only reason why I mentioned them in this questionnaire is because I was considering hypothetically that maybe these events were one of the reasons why my energy is dropping. Then what he says is that, but normally I do not look at the past and I focus on the future, and I kind of look into the future and I'm seeing of the things that I can achieve in the future. And then he goes back and he says, because right now, whatever we have, and this is where I interrupted him. Okay. So let me start with this. Show me where, if things were more energy efficient Итак, and you had more energy, давай посмотрим вот что. То есть покажи мне, где бы все происходило и находилось, если бы ты был более энергоэффективен, тебе было бы доступно больше энергии. and you felt you were fully alive, И ты чувствовал себя абсолютно наполненным жизненными силами. where would that thought be in space? Let me see your hands. Где эта мысль находится в пространстве, покажи мне руками. В пространстве. Она внутри, в сердце и вокруг, в принципе. Say in space, it's inside in my heart and it's everywhere around. Okay. When you think of the event with your mother having passed on, where is that event in space? Just show me with your hands when you think of the memory of it. Когда ты думаешь о воспоминании вот тех ужасных событий с твоей мамой, когда она скончалась, где ты в пространстве это воспоминаешь, покажи мне своими руками. Даже не воспринимаю это. Я просто помню именно маму, то есть ее именно живую помню. Вот саму трагедию я не могу даже ее нигде вспомнить. Ну, в пространстве я ее не ощущаю. So I don't feel it anywhere in space. I have this thought. I remember it. I remember my mom, but I don't have this connection to the tragedy anywhere in space. Every thought only exists in a place in space.
I want him to focus on when he thinks about it. His thinker is someplace thinking about it. It's a different skill set, but ask him to please do that. It'll be helpful. Любая мысль, она существует во времени и пространстве, да, и в каком-то конкретном месте. Это сейчас немного другой навык, но когда ты думаешь об этой мысли, где вот находится вот эта вот думалка, где вот этот вот твой думающий, просто задумайся об этом, ну и покажи руками, где это, в тебе, вовне, в пространстве, в месте, где это находится. Когда я думаю о трагедии, ну, наверное, это голова и именно то место, где это происходило. So when I think about it, it's in my head and in that particular place where it happened. That's what I wanted to know. Okay. Now it's helping. And indeed, I know, Dimitri, these are totally different skill sets we're used to thinking about. And I want to go from the idea of a thought, which is a projection of energy, to what is the primal energy, because that's the language for me. Итак, смотри, то есть это другой набор навыков, действительно. Просто как бы я хочу перейти от идеи того, что мысль — это не проецируемая энергия, как бы, да, не только проецируемая энергия, которая формирует эту мысль, а природа вот этой вот энергии, в чем она заключается, да, откуда она идет, как она течет. В этом мое понимание. What's more exciting for you? Что Thinking about what has happened in the past and how far you've come. Что для тебя больше вдохновляет, заряжает и насыщает? Это мысли о прошлом и мысли о том, как далеко ты прошел, какой путь ты прошел. Or an exciting future that you can't even imagine yet. Или вдохновляющее какое-то умопомрачительное, интересное будущее, которое ты даже и толком представить себе пока не можешь. Which has more energy for you? Где для тебя больше энергии? Больше в будущем. More energy in the future. That's what I thought. Okay. You see, what happens is that so often when something is so painful, the mind puts up camouflage and allows us to manage the pain by giving a story that doesn't make it so painful. Смотри, то, что происходит, как правило, это когда возникает некое болезненное и неприятное ощущение, разум начинает камуфлировать эти вещи, он создает некую историю, которая делает это событие не столь болезненным. I think that if you view the past from now, what you now know, there'll be no pain. Мне кажется, что если ты, как я это вижу, что если ты сейчас смотришь на прошлое из настоящего момента, да, то есть рассматриваешь его как бы извне, то боли нет. А если ты ощущаешь прошлое, как бы находясь в нем, да, из своей головы, то тогда это болезнь. Because your energy comes from the future, and the further you go into the past, the more you lose energy. Потому что твоя энергия идет из будущего. Чем дальше в прошлое ты погружаешься, тем больше энергии ты теряешь. Therefore, when you focus on the past, you lose energy, and you manage life and try to be happy, and things still keep breaking down. И поэтому, когда ты как бы смотришь на жизнь из прошлого, да, или из настоящего это ощущаешь, ты как бы просто пытаешься справиться с жизненными обстоятельствами, пытаясь быть при этом счастливым, но все при этом как-то все равно не вяжется и не растет как остро. For me, например, для меня прошлое — это абсолютный источник силы. When a thought of feelings in here, I am fully energized and I impact other people. Когда мысль или ощущение находится вот здесь у меня близко, и я полностью насыщен, и я влияю на других людей. Когда я отправляюсь в будущее и ощущаю что-то там, я испытываю боль. У тебя, вероятнее, полная противоположность То есть, когда мои мысли у Дони, да, они находятся не в моей голове, а где-то вовне, то тогда и у меня все хреново, и я всем остальным делаю хреново. I had heart problems. То есть у меня были проблемы с сердцем. And I realized I experienced my heart outside my body. И я понял, что я ощущал свое тело за пределами своего тела. Оно не было достаточно энергонасыщено, и поэтому в нем возникли проблемы. Now, since your eyes, your skin, your hands, your immune system breaks down.
И поскольку твои глаза, твоя кожа, твоя иммунная система терпят какие-то нарушения сейчас, however you're experiencing them, it drops the energy and you cannot organize those tissues properly because they break down. то, как ты воспринимаешь и ощущаешь и переживаешь все эти области и аспекты себя, не дает тебе достаточной энергии для того, чтобы все соединительные ткани конструктивным образом организовывались, и они начинают разрушаться. Russians tend to have a very, very strong survivor instinct because they had to survive. У русских, как правило, очень сильный инстинкт выживания, потому что исторически нам приходилось выживать в очень многих And that's обстоятельствах. not the same thing as thriving. А выживание и процветание — это две большие разницы. You had to compartmentalize different things to get through life. Для того, чтобы двигаться по жизни, необходимо было как бы в некоторые коробочки ярлычками обвешивать очень многие аспекты этой жизни для того, чтобы выжить и двигаться вперед. And the survival from past generations between World War II and the Soviet Union requires you to ignore many things that are painful to get through. Инстинкт выживания, который был порожден со времен Великой Отечественной войны вплоть до падения коммунистического строя, он приводит к тому, что ты просто как бы обязан игнорировать очень многие болезненные вещи, просто чтобы двигаться по жизни. Thriving and extraordinary is a whole different set of strategies. А процветание и экстраординарность — это совсем иной набор стратегий. When you think of your immune system, Когда ты думаешь when you think of the о virus, своей иммунной системе, о вирусном when заболевании, you think of the terror of losing your eyesight, об ужасе потери собственного зрения, where is the Dmitry who's thinking of those things? Is he in here? Is he out there? Where is he in space? где находится Дмитрий, который думает об этих аспектах? Он внутри, он вовне, в пространстве, где-то в космосе, где он? I just felt the energy drop right there. Наверное, впереди, рядом. Да, это говорит только что Не почувствовал. внутри, а вовне как бы сверху смотрит. He's saying he probably just up ahead, so he's kind of outside looking from the above. Okay. Where is joy? А где радость для тебя? Радость сердца и, наверное, как яйцо, наверное, вокруг кокона. In my heart, and it's like a cocoon, like an egg that surrounds me. Is the energy coming out or is it coming in? Энергия идет из внутри вовне или извне вовнутрь? Из сердца во внешнее. From the heart out. And where is fear? А где страх? Страх. Страх, наверное, внизу под ногами. So the fear is below, underneath my feet. Okay. So you are living in this very narrow range where your joy and your pain is pretty much in the same place, which means you're in absolute denial of a greater experience of life. То есть ты проживаешь сейчас, как я это вижу, в достаточно узком диапазоне, где у тебя и боль, и радость находятся относительно близко друг к другу, и таким образом ты полностью отвергаешь более насыщенное и богатое ощущение проживания жизни. Because everything is just managing to get through. Потому что все сводится просто, как бы, знаешь, таким, как бы, справляться с обстоятельствами, чтобы дожить до следующего дня. The stress hormones hit the higher part of your brain and you can't even answer anything that takes you out of your identity. И гормоны стресса приходят к более, так сказать, высоким порядкам, способностям, функциям твоего головного мозга, и это мешает тебе даже ответить на что-либо, что выводит тебя за пределы некой уже знакомой зоны комфорта. So let's see if we can jump through some hoops here. Давай посмотрим, сможем ли мы сейчас сквозь некоторые из этих колечек проскочить. Положи руки на грудь. And everyone watching this, see what you feel. Look at his face. Everyone see yourself in the computer screen also. Итак, ребят, все, кто смотрит, наблюдайте за ним и за собой на экране. Think in your head now. What do you know to be true about anything? Так, Say it. Дмитрий, да, то есть и сейчас думая из своей головы,
расскажи мне то, что ты знаешь, есть истина. В чем истина? Истина. Истина, что я являюсь частью Вселенной. The Наверное. truth is that I'm part of the universe. Еще. Что Бог есть любовь. That God is love. В любви нет страха. That love has no fear. Okay, now bring your arms up and Теперь out. подними руки вверх, как бы вовне. Give a moment. Подождем чуть-чуть. Dimitri, what do you know to be true now? Дмитрий, а сейчас в чем истина? Сейчас. Суть. Что я нахожусь здесь сейчас. The feeling that I'm right here, right now. Right there, what's that? Вот Right. это вот что сейчас было? Вот сейчас, что это было? Что такое? В чем здесь истина? Что ты только что придумал? Сейчас я ощущал в теле определенно, именно в руках как бы тепло. Right now I was feeling in my body, specifically in my hands and my palms, warmth. Прислушивался к своему телу, то есть и вот думал, я это точно ощущаю или это мне кажется? I was listening to my body and thinking, am I actually feeling it or is it just some kind of a mistake? Put your hands on your chest again Руки на грудь еще раз положи. and be aware of the amount of energy in his body and what people watching, where you feel more energy also. И сейчас осознавай просто количество энергии в What do you своем know to be теле, в true? себе. Whatever И comes те, кто to mind. смотрят, тоже наблюдайте. Итак, в чем истина? Все, что тебе в голову приходит, просто говори это. В чем истина? В радости, в счастье, Enjoy. в Happiness. детях, Children. в счастливой семье, Happy family. в гармоничном обществе, Harmonious society. в духовном развитии. Put your hands up now. Spiritual development. Теперь руки подними. Put your hands up, out. What do you know to be true? В чем истина? Истина, что я создание Бога, That I am God's creation. что я учитель и ученик, That I am a student and a teacher. что жизнь прекрасна. That life is wonderful. Put your hands on your chest. Руки на грудь еще раз. And tell me, where do you feel more energy? Where do you feel more alive? With your hands up or on your body? И скажи мне, где ты чувствуешь больше энергии, больше жизни, когда твои руки в воздухе или прикасаются к области груди? Наверное, Not когда comfortable. воздух. I'm not asking where you feel comfortable, but familiar. Where do you feel more alive? Я не спрашиваю, где тебе больше комфортно или более знакомое ощущение. Я спрашиваю, где ты ощущаешь больше жизни. Вот так. Like that. That's right. Okay. So this is what happens. You're what's called this neutral place where you're not able to really discern what is real at this point. Okay. Итак, Because you're still in survival, so you can't use the upper mind. итак, смотри, что происходит. То есть ты находишься в таком энергонейтральном состоянии, да? Which есть is у all тебя about efficiency, Да, optimization. у тебя очень сильна энергия выживания, и ты не можешь использовать более высокие энергии разума, которые бы как раз говорили про эффективность. Because managing and optimizing are two different strategies. Потому что справляться с ситуацией и оптимизировать жизнь — это две разные стратегии. You've been managing so long that optimizing is foreign, but it's calling you. Ты так долго справлялся с обстоятельствами, что оптимизация, она далеко становится от тебя, но тем не менее она тебя зовет. To me, it appeared that when your hands were on your chest, Как мне кажется, когда твои руки saying находятся в области груди, everything
that your personal development model Ты говоришь все, чему тебя научила твоя модель личностного развития. everything your cultural identity said you're supposed to say, which what you talked about. Все, то ты говоришь то, чему тебя научили как правильно, Different да, roles то есть культурной that you have to succeed идентичности. at. Ты знаешь, это такая роль, в которой ты стараешься преуспеть. And you went up here, the mind disappeared, and you said, Ah, is it real? А когда ты поднял руки вот сюда, разум too как бы effortless. отключился, и ты There's такой no говоришь, а roles. это что, реально? You're Да? already То есть home. здесь нет никаких усилий, здесь нет никаких ролей, здесь есть только твой истинный дом. I invite you to practice this and see how it shows up. Я приглашаю тебя попрактиковаться в этом, посмотреть, как это будет Experience your проявляться, отождествлять в своей жизни. Вытяни свои руки, That's the hands of the divine. да, это руки божественного. Your vision as Твое, part of God's vision. твое зрение — это часть зрения и ока Бога. Your immune system as feeling all those things that other people dare not feel. Ощущай свою иммунную систему как механизм, который способен чувствовать, ощущать и переживать то, чего большинство людей постараются избегать ощущать. And as you're with those feelings, И с тем, как ты пребываешь с этими чувствами, с этими ощущениями, first you could be with it, others are liberated. когда ты с этим находишься, ты этим освобождаешь других людей. The thoughts are not in your head, they're everywhere. Мысли, они не в твоей голове, они повсюду. What's different when you think of that? Что меняется, когда ты так думаешь? Что все возможно, наверное. That everything's possible? That's right. Okay. Now, your immune system was showing you the opposite before because you experience it inside here, there's not enough energy. Твоя иммунная система говорила тебе об обратном, потому что ты ее ощущал и переживал внутри себя, где у тебя не хватает энергии. For you, as soon as you lose a sense of expansion, you drop down in humanity and your body breaks down. Для тебя, как только ты теряешь чувство вот этой расширяемости, экспансии в твоей энергетике, энергия падает, тело начинает разрушаться. That you're particles of the whole universe. Ощущай вот эту вот экспансию, расширение, что ты — это множество частичек, которые разбросаны по всей Вселенной. And allow the light of the future to change your past. И позволь свету будущего изменить твое прошлое. Just feel that happening. Просто ощущай, как это происходит. It doesn't have to change exactly how it happened. Не должно измениться конкретно то, что произошло. It changes the way you experience it now, so it's more constructive. Но меняется то, как ты воспринимаешь, переживаешь и ощущаешь это сейчас, так, чтобы это стало более конструктивным. So, Dmitry. Так, Дмитрий. Share something. Did you see more light? Can you feel more light, people? Чувствуешь ли ты больше света? Ощущаешь ли ты больше всего вот этого силы вокруг? Да, больше света чувствую. Yeah, I can feel more light. Because that's what you are. Потому что ты Your есть light свет. was contained here. It's everywhere. Но And твой allow свет that был... light to shine in your own healing also. But not from here, from everywhere. Твой свет был спрятан вот в этом малюсеньком фонарике, а он на самом деле везде. И позволь этому свету также освещать твое исцеление. Но не отсюда, а отовсюду. And start thinking of unreasonable results in the future. И начинай думать о каких-то совершенно сумасшедших, сумасбродных результатах, которых ты Different than anything you thought before. Иначе, чем ты думал о них раньше. And help bring a new world that has not existed yet to everyone, because that's where you belong. Помоги, подумай о том, как ты сможешь создать новый, неведомый ранее мир, потому что именно это то место, где находится твой дом. Thank you. Спасибо. Thank you. Misha? Yes, I'm here. That was very powerful today. And thank you both, Sergey, thank you, Dmitry, thank you, Kostya, Misha, thank you, Victoria, thank you, everyone here. You want to watch this a few times. I asked you to look for, beyond the words, what's the energy? Where's there more light? Because we're made of light. We're frozen light.
Итак, это было очень мощно. Я благодарен всем. Я благодарен Сергею, Дмитрию, Мише, Косте, всем, Вике, всем, кто присутствовал на звонке. Пересматривайте эту запись. Я прошу вас искать нечто большее, чем слова. Просто ощущайте энергию, которая превыше любого слова. And we're cracked open to light. Мы замороженный свет, и мы как будто как льдинка ломаемся для того, чтобы этот свет раскрылся и светил на всех. Too often we identify with how we're cracked open, other than the fact that we needed to be cracked open so light goes in both directions. That's what we're made for. Зачастую мы больше задумываемся и живем в истории того, как же мы, вот эта вот льдинка, сломались, вместо того, чтобы подумать о том, что это произошло для того, чтобы свет светил во всех направлениях, а не только на нас. And through these principles of alchemy, Используя эти принципы алхимии, how the conscious and focused use of our attention о том, как осознанное и сфокусированное использование нашего brings внимания unbound, effortless, and immediate приносит свободную, не требующую усилий и происходящую незамедлительно source of energy and light to whatever and whomever we think about. энергию и свет на то или на кого, или на того, о ком мы думаем. And we no longer have to have massive wounding to wake up. И для того, чтобы проснуться к этому, нам больше не нужно терпеть каких-то невероятных болей и травм. Thank you, God bless. And I really hope to have the opportunity to share physical space with you and those who are in alchemy a whole year studying with me. And I promise you, I will always over-deliver beyond what's comprehensible because the future needs it. You're being called for something. If you feel you're being called for more, something's telling you in these crazy times, you got to be part of the changes happening in the world. And I'm the man to help you with that. Итак, я благодарен вам за ваше время. Я надеюсь, что мы сможем разделить с вами физическое пространство. И те из вас, кто чувствует вот это вот призвание к чему-то большему в эти совершенно сумасшедшие времена, знайте, что я именно тот человек, который вам сможет в этом помочь. И алхимия — это то место, где мы сможем это сделать. Потому что какие бы у вас ни были ожидания относительно алхимии, я всегда их превзойду даже больше, чем вы можете себе представить. No matter what you achieve, no matter what you achieve, you'll never feel like you're enough. И неважно, чего бы вы ни достигли в материалистичном плане этой жизни, вы всегда будете чувствовать, что вас недостаточно. Because none of us by ourselves are enough for what we're made for. Потому что никто из нас самостоятельно недостаточен для того, для чего мы созданы. Accepting that with humility И примите это с определенным смирением. allows us to play with the forces of creation, which is more than enough. Такое принятие позволяет нам играться с силами созидания, которых всегда больше, чем достаточно. And together we are more than enough for a little while, and then we fill up with the energy again and we serve more. А вместе нас всегда больше, чем достаточно. Ненадолго. Мы наполняемся энергией вместе и можем служить и творить вместе. And we're all free to be the light and love in pragmatic, real, practical ways. Приобретаем свободу к любви и свету в достаточно прагматичных, реальных и исполняемых способах. Thank you and God bless. Спасибо. И благослови вас Бог. Благодарю, Донни. Спасибо. Thank you, Donny. Thank you for being with us. Спасибо большое.